Здравствуйте, товарищи! Сегодня 22 июля 2026 года. Среда. Местное время в городе Семей 13 часов 40 минут. Я начинаю новый плейлист, который называется «Алгоритм понимания реальности». Это первый ролик введения в этот самый алгоритм понимания реальности. Об этом алгоритме я много рассказывал ранее. В моих текстах и в видеороликах он называется «Методика наблюдения за результатами работы программ матрицы на Земле» в отношении людей, в отношении животных, в отношении растений. Но в этот раз, в этом плейлисте, я намереваюсь рассказывать об этом алгоритме понимания реальности применительно к текущей ситуации, а именно применительно к той войне, которую сегодня ведет Россия. Россия с одной стороны и страны НАТО с другой стороны. Этот алгоритм понимания реальности позволит тем, кто его изучит и применит на практике, понять, чего Бог хочет от России. Также этот человек сумеет понять, а существует ли он, этот самый Бог. Существует ли Бог вообще? Люди не знают, существует он или не существует. У людей нет единого мнения о том, существует Бог на земле или не существует. Если взять в целом всю человеческую цивилизацию и посмотреть на мировоззрение, на человеческие, то этих мировоззрений насчитывается более 100 тысяч самых разных мировоззрений. Это те, которые официально зарегистрированы. А существует еще множество, бесконечное множество самых разных индивидуальных мировоззрений, которые отличаются вот от этих зарегистрированных. Люди не знают, как устроена реальность. Люди не знают, откуда они появились на Земле. Люди не знают, существует ли Бог. Люди ничего о себе не знают. Люди не знают даже, как они устроены. Какие механизмы действуют внутри человеческого тела и внутри человеческого сознания. Люди ничего этого не знают. Я предлагаю алгоритм, который позволит на практике, не в теории, не на уровне верю, не верю, а именно на практике во всех этих вопросах разобраться. Как устроен мир, как устроено мироздание, как устроен человек, как устроена жизнь на Земле, как устроено человеческое сознание, существует ли Бог, насколько активно Бог участвует в человеческой жизни на Земле, насколько активно Бог влияет на человеческие мысли, на человеческие состояния, на слова и поступки людей. Во всем этом вы сможете разобраться только в том случае, если сумеете на практике освоить вот этот алгоритм понимания реальности, который в моих текстах называется методикой наблюдения за результатами работы программ матрицы на Земле. Этот алгоритм мною описан достаточно подробно. Да, я не сумел описать все подробности и все детали этого алгоритма. Не сумел. Но то, что я описал, и то, что я со своими помощниками на практике проверил, этого вполне достаточно для того, чтобы получить первое убедительное понимание того, что жизнь на Земле создана
некими высшими живыми существами. Этих высших космических живых существ я называю богами-коммунистами. Сразу оговариваюсь, это не инопланетяне, о которых там много рассказывают. Так вот, почему я решил начать запись нового плейлиста под названием «Алгоритм понимания реальности». Моя задача, которую передо мной поставил Бог. Бог существует, ребятушки. Только он существует не в том виде, как его представляют монотеисты. Бог – это словесный символ, в котором объединяются все высшие космические живые существа. Боги-коммунисты, боги-общинники. Так вот, дорогие мои, эти боги, этот Бог, управляет людьми на Земле с помощью специального механизма. Этот механизм внутри себя имеет несколько искусственных интеллектов. Бог на Земле растит свое потомство. Боги-коммунисты растят на Земле свое потомство. Здесь нужно сделать оговорку, очень важную оговорку, для тех людей, которые будут слушать этот видеоролик на английском языке, которые будут читать субтитры на испанском и на немецком. Системы машинного перевода, также искусственный интеллект, который переводит с русского на английский, испанский и немецкий, он некорректно делает перевод термина «боги-коммунисты». Автоматизированные системы перевода термин «боги-коммунисты» переводят как «коммунистические боги». Это неправильно. Это не коммунистические боги. Это не боги коммунистов. По аналогии греческие боги, римские боги, славянские боги. Нет, неправильно. Неправильный перевод. Боги-коммунисты – это боги, которые являются коммунистами. Правильное понимание термина «боги-коммунисты» – это не коммунистические боги. Это боги, которые являются коммунистами. Каждый бог вот в этой коммунистической, божественной, космической общине является коммунистом. Ну ладно, это уже из другой темы. Теперь по поводу этого алгоритма. Тот, кто заинтересуется, тот найдет мои книги, мои тексты и прочтет об этом алгоритме. В данном видеоролике я обращаюсь к руководству Российской Федерации и к сотрудникам российских спецслужб. Я предлагаю вам заново, детально изучить записки о мироздании Байтерека. И в первую очередь изучить методику наблюдения за результатами работы программ матрицы. Для чего вам это нужно сделать? Вам нужно это сделать для того, чтобы понять, каковы причины вот этой войны между Россией и странами НАТО. Как возникла эта война? Почему никто никого пока еще победить не может? Почему? Вам методика, неправильно сказал, пропустим. Так, методика наблюдения за результатами работы программ матрицы поможет вам понять,
что делать России для того, чтобы как минимум закончить эту войну миром и как максимум, как победить в этой войне. Я вам скажу, что причина этой войны заключается в желании Бога. Эту войну организовал Бог. Бог организовал эту войну для того, чтобы заставить силой российское руководство, российские спецслужбы, все российские элиты и весь российский народ изучать качественно новое учение, качественно новое мировоззрение Байтерек, которое описано в книгах «Записки о мироздании Байтерек». Именно с этой целью Бог организовал эту войну. Бог знал, что тахионы, воплощенные в биороботах россиян, не захотят отказываться от своих старых, прежних, ложных мировоззрений и не захотят изучать новое мировоззрение Байтерек. Для того, чтобы создать очень мощный стимул для изучения мировоззрения Байтерек, Бог организовал эту войну. Эта война никогда не закончится, если российское руководство в первую очередь, российские спецслужбы во вторую очередь и российский народ в третью очередь не начнут детальным образом изучать мировоззрение Байтерек и в первую очередь не начнут изучать методику наблюдения за результатами работы программы «Матрица». Вы не хотите изучать вот этот алгоритм понимания реальности, который я вам предлагаю? Не хотите? Хорошо. У вас есть ваше мировоззрение, у вас есть ваши идеологи и политики, у вас есть ученые, священники, маги, экстрасенсы, эзотерики, шаманы. Обратитесь к ним. Обратитесь к ним за помощью. 1000 лет Русская Православная Церковь уверяет людей, что здесь всем управляет Бог, что русские славяне – это самый лучший народ на земле, что они под защитой Бога. Обратитесь к Русской Православной Церкви, пусть Русская Православная Церковь обратится к Богу, и пусть Бог объяснит священникам, а священники объяснят вам, что это за война, откуда она взялась и как в ней победить. Пусть ваш христианский православный Бог защитит вас. Обратитесь к Русской Православной Церкви. Для пущей важности одновременно или по очереди, как вы захотите, обратитесь к мусульманам, к российским мусульманам. Они больше 1000 лет уверяют, что ислам самая лучшая религия, ислам знает истину, а все прочие являются неверными. Пусть исламские священники обратятся к Аллаху и спросят, что России делать. Или сдаваться на милость победителя, или все поголовно россияне должны принять ислам, или еще что-то скажет. Обратитесь к исламским священникам, пусть они обратятся к Аллаху, и пусть Аллах даст совет, что делать, чтобы победить в этой войне, чтобы Россия не погибла. Обратитесь к ученым-академикам. Академики, вы их лелеете, кормите, платите деньги. За что вы им платите? Вот пусть академики и разберутся, что это за война, как в ней победить, в чем были ошибки, как ошибки исправить, как победить в этой войне. Или не побеждать, или сдаться на милость победителя. Обратитесь к академикам. У вас есть возможность обратиться к шаманам. Шаманов в России достаточно много. Обратитесь. Что они вам скажут? Пусть шаманы проведут обряды,
во имя спасения России. Обратитесь к буддистским священникам. Буддисты – великая религия, великие люди. Они за мир во всем мире. Они, конечно же, предложат заключить мир. Ну, я так предполагаю, может быть, и не предложат. Обратитесь к буддистам. Обратитесь к магам. В России очень много магов. Ой, что там маги только не делают, и отвороты, и привороты, и гадают, и все прочее. Обратитесь, спросите, что делать России, чтобы победить или хотя бы мир заключить? Как остановить эту бойню? Как победить в этой войне? Как сохранить Россию? Обратитесь к магам. Пусть они проведут магические ритуалы в защиту России. Пусть. Обратитесь к экстрасенсам, эзотерикам. Пусть они соберутся все вместе и посылают лучики счастья и добра всем врагам, чтобы зло врагов обратилось бы на них самих, и магические, эзотерические, эти эманации добра разрушат все мысли и все действия врагов. Обратитесь, обратитесь. К кому вы еще хотите обратиться? Кто у вас есть еще на примете? Великие политики, депутаты Государственной Думы, сенаторы Федерального собрания. Ой, умнейшие люди, прекрасные умнейшие люди, все образованные, там куча академики есть, там доктора наук и так далее. Обратитесь к ним, они все вам покажут, расскажут, на пальцах объяснят, как победить в этой войне или как заключить мир. Обратитесь к олигархам. В России нет олигархов. Да. В России нет олигархата. Конечно. Там есть просто богатые частные предприниматели. Обратитесь к ним. Пусть они заплатят деньги, кому надо, и чтобы прекратилась война. Все эти способы, насколько я могу судить о России, за прошедшие полные 4 года войны, все уже испробованы. И ни один из этих способов не помог. Ничем не помог российскому руководству. Ни один из этих способов. У вас остался только один вариант, последний, который предлагаю я. Я, Сергей Тимур, Мессия, Машиах, Майтрея, Калки-Аватар, грядущий царь России, второе пришествие Иисуса Христа. Это я. И я вам предлагаю алгоритм понимания реальности. Я предлагаю вам методику наблюдения за результатами работы программ матрицы. Для начала вы сумеете понять, что вообще происходит. Понимаете, в чем дело? Без практического изучения вот этого алгоритма вы просто не способны будете понять, что здесь на самом деле происходит. Вот в этой нашей окружающей реальности. Вы просто не сумеете понять. Вы сейчас ничего не понимаете. Вы не понимаете ничего, что происходит. Поэтому война не закончится до тех пор, пока вы не будете понимать, что происходит на самом деле. А для того, чтобы вы могли бы понять, что происходит на самом деле, Бог вам через меня дает вам вот этот алгоритм понимания реальности. Вот эту самую методику наблюдения за результатами работы программ матрицы на Земле. Бог вам через меня, через своего представителя дает качественно новое учение, мировоззрение Байтерек. Изучите все это. Сколько лет я вам все это предлагаю, вы все это отметаете, отнекиваетесь, прогоняете, надо мной издеваетесь. Я начал запись нового плейлиста. Этот новый плейлист называется «Алгоритм понимания реальности». Это чисто практический алгоритм. В этот алгоритм нельзя ни верить, ни не верить. Его нужно изучить на практике, путем каждодневных наблюдений, анализа наблюдаемых фактов. Это голая практика. Это в чистом виде наука. Наука в чистом виде.
чисто практическая, прикладная наука. Это не высшие теории там, о космических каких-то энергиях и все прочее. Это вот просто так берете, наблюдаете и анализируете наблюдаемые факты. Это голая наука, понимаете? Методика, наблюдение за результатами работы программ матрицы – это голая, абсолютная, чистая, практическая, прикладная наука. Это не мистика, это не вера. Это голая, абсолютная, практическая, прикладная наука. До вас это доходит или нет, уважаемые руководители Российской Федерации? Доходит ли это до служащих, до офицеров и генералов различных российских спецслужб и в первую очередь Федеральной службы безопасности? Доходит ли это до вас, что это голая, абсолютная, практическая, прикладная наука, методика наблюдения за результатами работы программы матрицы? Это алгоритм понимания окружающей нас реальности. Пока вы этот алгоритм не изучите на практике, вы не поймете, каковы причины вот этой войны между Россией и блоком НАТО. И вы никогда не сможете победить в этой войне, потому что Бог вам не даст этой победы, не даст, а сами вы без Бога ни на что не способны вообще. Изучайте методику наблюдения за результатами работы программ матрицы. Изучайте учение Байтерек. Изучайте мировоззрение Байтерек. Изучайте алгоритм понимания реальности Байтерек. И тогда вы сможете понять, что на самом деле происходит. Когда вы это поймете, тогда вы поймете, как победить в этой войне. Останавливаю запись.